Привет всем, вы на канале Настоящая Турция, меня зовут Алина. Сегодня мы приехали в центр Ставрополя, у нас с мамой закончился дневной крем, пойдем в Ивраше. Посмотрим, может быть еще что-нибудь купим, кроме крема. В общем, пока планы такие. Ивраше мы пользуемся уже давно. Самое главное, что никого из нас нет на него раздражений. Это очень-очень важно, потому что, к сожалению, у нас мама такая кожа, она очень-очень-очень на все реагирует. Какой-нибудь ветер, мороз, сразу покраснение, высыпание. В общем, у нас в этом плане все сложно. В общем, Ивраше нам подходит идеально. Вчера мне звонил Асма с сестрой, они уже переехали на новую квартиру. В общем, я пропустила самый такой печальный момент в их жизни, этот переезд. Переезд в Турции — это целая история. Они ели уже гранаты с нашего села. Блин, там такие вкусные гранаты. Я все время, в прошлом году я пропустила этот момент, хотела сделать гранатовый соус. Думаю, в следующем году сделаю. Приехала к родителям. Ничего, в следующем году. Нет ничего постоянного, чем когда-нибудь. Вот. Не важно. В общем, они уже живут в новой квартире, которая находится в Токио. Осман ее купил. Уже все документы оформлены. Уже квартира полностью принадлежит Осману. Получается, я уже говорила, там небольшая квартира, 3+1, 125 квадратных метров. Для Турции это небольшая квартира, я имею в виду по метражу. Например, у нас в основном у всех 180, 160, то есть больше квартира. Мы, в принципе, так подумали, что в конце концов сестра там будет жить одна, потому что когда наша с Османом квартира достроится, мы уедем к себе домой, то есть ей одной 160 квадратных метров зачем? Только убирать. Но она очень довольна своей квартирой. У нас сейчас очень тепло, находится на площади, на которой ставят каток. Папа у меня еще не снял летние шорты. Он все время возмущается, что ему очень жарко, а здесь уже ставят каток. Мне кажется, что-то они спешат. Видите, на площади немноголюдно, но в праздничные дни и на выходных здесь очень много людей. А вот и музей, в который мы с вами ходили. Здесь стоят слоны южные в этом желтом здании. Да, шикарно тогда была у нас экскурсия. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Очень интересно. И узнаете, почему Ставрополь называется городом слонов. По дороге в Ивраше мы решили зайти в некоторые магазины одежды. Давайте посмотрим цены. Наконец-то мы дошли до Ивраше. Мы очень любим эту продукцию. Мы перепробовали практически все, что есть в этих магазинах. Единственное, что у нас осталась парфюмерия, которую мы ни разу не использовали.
Недалеко от Ивраше находится магазин с новогодними елками, игрушками, аксессуарами, украшениями для дома. Здесь можно найти все. Для меня самый любимый праздник, самый главный праздник – это Новый год. От такой красоты разбегаются глаза просто. Я обожаю Новый год, все блестит, все разноцветное, красивое. Ну а мы уже возвращаемся к машине. Прогулялись по магазинам, купили то, что нужно, и теперь пора домой. Сестре Османа очень нравится квартира, в которой они сейчас живут. Получается, когда она жила в центре, она постоянно убирала в квартире, потому что, во-первых, они жили в центре, там было всегда очень многолюдно, пыльно. И, получается, на той улице, на которой была квартира, была фырын. Фырын — это дословно печка, ну, а по факту это просто пекарня, в которой выпекался хлеб, булочки, пати, мы туда носили лахмаджуны и прочее. И получается, когда эту печку чистили, очистили ее стабильно раз в неделю, вот эта вся зола, вся вот эта вот пыль с этой печки летела на улицу и, соответственно, к нам в окна. Она, чтобы вы понимали, где-то один раз в 2 месяца она мыла стены в квартире, потому что стены были серые. Вот настолько было пыльно в квартире. Убиралась она каждый день. Я с ума сходила, когда мы жили в той квартире, потому что это просто выше моих сил. Поэтому я очень часто жила у кого-нибудь в гостях. Ездила к кому-нибудь в гости и оставалась там на месяц, на 2, на 3. Потому что это нереально. Вечная уборка. Сейчас она очень довольна. Сейчас они живут в Токио. У них, во-первых, шикарный вид из окна. В центре у нас были окна в окна с одной стороны в квартире, а с другой стороны балкон уходил в стену следующего дома. Просто я не знаю, как это можно было построить, но построили. Далее, получается, у них хороший вид из окна, не пыльно в квартире. Но один нюанс, конечно, есть, как же без него. Очень мало магазинов рядом. В Токио там в основном только дома. Из-за того, что населения много, но магазинов мало, конечно, сложновато. Но, в принципе, как она говорит, идет маршрутка прям от дома в центр. То есть поехала, скупилась и приехала. Также всегда Осман перед тем, как приехать домой, ее набирает, спрашивает, нужно ли что-нибудь купить. И, в общем, вот так и живут. Ждут меня. Ну что, уважаемые подписчики, Ставрополь, плохая погода пришла неожиданно, конечно. Очень так похолодало у нас, и дождь уже 2-й день. И как обычно, если дождь, значит у меня занятие по вождению. Вот так выглядит наша площадка, на которой мы тренируемся. Это эстакада моя любимая. Ой. Да, не знаю, честно говоря, что из этого получится. Машин очень много, как видите. Сейчас, вот, например, стоит 4 машины вот с одной стороны. Много машин уже ездит. И вот машина, на которой я езжу. Это у нас место для разворота. Там у нас параллельная парковка. Крутить руль я забываю, стесняюсь, наверное. Путаю право с левым. Ну, в общем, здесь букет. На эстакаде глохну. Вот здесь при подъеме. Ехали сегодня, когда на тренировочную площадку. Заглохла я на светофоре. Ну, в общем, все прелести жизни.
он машина проезжает. Ой, не знаю, и ох, и ах, и ой-ой-ой. По-другому не скажешь. Я стою под зонтиком. Взяла у мамы зонтик, надо себе купить. Я вообще, чем больше я нахожусь в Ставрополе, тем больше понимаю, что мне очень не хватает вещей. Всего-всего надо все купить. Но дело в том, что если я это все куплю, это надо будет с собой увозить в Турцию. Ну, в общем, тоже сомнительно. Поэтому с покупками я очень осторожна. Хотя, если я куплю еще зонтик, там еще что-нибудь, я думаю, это не будет прям что-то таким ужасным. Так, вот у нас товарищ исполняет. Ну, не шучу, не исполняет, а выполняет разворот. И у меня еще очень быстро едет машина. Я на сцеплении очень быстро еду. Ой, в общем, нужно привыкнуть. И как назло, я тренировалась в кроссовках. Кроссовки, они полегче и как-то лучше слышно педали. А сейчас я вот купила недавно, вы помните, да, ботинки. И, в общем, в этих ботинках я не слышу педали. Они почему-то, мне кажется, такими огромными. Жму на одну педаль, нажимается две. По-другому не скажешь. Здесь у них место, где курят. Местная курилка. В общем, все очень интересно. Так, я уже замерзла, сейчас буду садиться в машину. Вот. В общем, как-то я. В очередной раз я расстроилась. Прошлое занятие у нас прошло, мне кажется, лучше. Но все равно вот глохну я, вот и все. Ну вот что мне делать, я не знаю. Может, не знаю, может автомат? Блин, не все ж так плохо, мне кажется. Мама ездит на механике, папа ездит на механике. Ну я что, не с их семейства, с их. Так, все, идет мой преподаватель, закругляюсь.